сердце Украины, где земля дрожит от взрывов, а небо плачет от ракет, раздается крик, который никто не смеет заглушать. Крик русскоязычных украинцев, чьи права попираются радикальными лозунгами и слепой ненавистью к их языку. Мы не тени чужой империи, не предатели, не враги. Мы кровь и плоть этой страны, ее защитники, ее строители, ее сердце, бьющееся в такт с желто-голубым флагом. Но нас заставляют чувствовать себя чужими, вычеркивая наш язык из школ, судов, из самой жизни. Мы говорим громко и ясно. Хватит. Хватит обвинять нас. Хватит лишать нас права быть собой. Русский язык – это не клеймо, а часть нашей идентичности. И мы будем бороться за него с той же яростью, с которой сражаемся за Украину. Мы требуем справедливости, и наш голос не заглушат ни российские ракеты, ни украинские радикалы. Кто осмелится сказать, что русскоязычные не любят Украину? Посмотрите на Харьков, где под градом снарядов люди говорят по-русски, но держат оборону, защищая каждый клочок родной земли. Вспомните Одессу, город, чьи улицы пропитаны русским языком, но чья душа пылает украинским огнем, не сгибающимся перед оккупантами. Подумайте о Днепре, где русскоязычные волонтеры день и ночь собирают помощь для фронта, не спрашивая, на каком языке звучит благодарность. Мы не пятая колонна, как вопят те, кто видит в каждом русском слове измену. Мы украинцы, чьи сердца бьются за свободу и независимость. Но нас заставляют стыдиться языка, который для миллионов граждан Украины родной. Язык наших отцов и матерей. Язык наших песен. Язык наших снов. Это не единство, это позор, это предательство тех, кто льет кровь за Украину. Запрет на образование исключительно на русском языке – это удар в спину, нанесенный тем, кто стоит на передовой. Почему ребенок из Мариуполя, чья семья говорит по-русски, должен терять доступ к знаниям на родном языке только потому, что кто-то в кабинетах решил, что его язык – это угроза? Почему учительница из Харькова, воспитавшая поколение патриотов, должна ломать себя, чтобы соответствовать навязанным стандартам, которые попирают ее идентичность? Мы
не просим отменить украинский. Он наш. Он нам не чужой. Он тоже часть Украины. Но мы, русскоговорящие украинцы, требуем права учить наших детей на языке, который им близок. Право говорить в судах без страха осуждения. Право сохранять культуру, которая принадлежит не России, а нам, украинцам, говорящим по-русски. Посмотрите на Финляндию, где шведский язык уважают для 5% населения, не боясь, что это ослабит нацию. Почему Украина, страна свободы, или это уже не так, не может найти место для русского, языка миллионов своих сыновей и дочерей? Это не слабость, это сила. Сила нации, которая принимает всех, а не отправляет их в языковое гетто, пусть даже и бытового уровня. Кто-то скажет: война, безопасность, единство. Да, война. Но разве не русскоязычные солдаты идут под пули, защищая Киев, Запорожье, Херсон? Разве не русскоязычные врачи зашивают раны наших героев в госпиталях? Разве не русскоязычные поэты, как Сергей Жадан, пишут строки, от которых загораются сердца украинцев? Мы не угроза, мы щит этой страны, мы ее стальной хребет. И когда нас заставляют молчать, когда наш язык вычеркивают из школ, из документов, из жизни, это не победа над врагом. Это поражение Украины. Поражение, которое разрывает нас на части, отбирает доверие тех, кто хочет быть частью этой страны, но не хочет терять себя. Мы требуем права на наш язык, право быть услышанными, право строить Украину такой, где никто не чувствует себя изгоем. Это не уступка врагу, это шаг к настоящему единству, к нации, которая не боится своих людей. Радикалы, которые кричат, что русский язык – это яд, забывают, настоящий яд – это раскол, который они сеют. Они бьют не по России, а по нам, по своим братьям и сестрам, по тем, кто сражается за Украину, не спрашивая, на каком языке звучит команда «Вперед!». Их слова, подобные обвинениям Софии Особы, что русский язык мешает победе, это нож в спину каждому русскоязычному патриоту. Мы не позволим превратить наш язык в клеймо. Мы не будем молчать, когда нас лишают права учить детей так, как мы считаем правильным. Право писать книги, петь песни, мечтать на языке, который для нас родной. Это не просто слова. Это наша жизнь, наша история, наша правда,
Мы требуем, верните нам право говорить, учиться, жить на русском, не отбирая у нас украинское политическое, национальное самосознание. Посмотрите на нас. Мы не кланяемся врагу. Мы не предаем. Мы стоим плечом к плечу с украиноязычными братьями. Строим баррикады. Собираем дроны. Молимся за победу. Но мы не будем жертвами слепой ненависти к нашему языку. Мы не позволим радикалам диктовать, кем нам быть. Мы украинцы, и наш язык не делает нас менее достойными этой земли. Мы требуем справедливости. Русский язык должен быть признан в школах, в культуре, в жизни. Не как угроза, а как часть Украины. Такая же законная, как украинский. Это не вызов, это призыв. Призыв к нации, которая может быть сильной только вместе, принимая всех своих детей, а не отрекаясь от них. Кто скажет, что мы не нужны Украине? Кто посмеет вычеркнуть нас из ее истории? Мы – голос Харькова, Одессы, Киева, Днепра, голос тех, кто не боится говорить правду. Мы не просим привилегий, мы требуем равенства. Равенство, которое позволит нашим детям учиться без стыда, нашим старикам общаться без страха, нашим поэтам писать без цензуры. Мы требуем права на русский язык, который для нас не символ оккупанта, а мост к нашей собственной украинской гражданской идентичности. Посмотрите на Канаду, где французский и английский сосуществуют, не разрывая страну на части. Посмотрите на Швейцарию, где 4 языка не мешают единству. Почему Украина, страна, которая борется за свободу, не может подняться выше ненависти и дать нам право быть собой? Мы устали от обвинений, устали от подозрений, устали от того, что нас заставляют доказывать свою любовь к Украине. Мы доказали ее на фронте, в госпиталях, в волонтерских центрах, в каждом дне этой войны. Но мы не сдадимся и не замолчим. Мы будем кричать громче, пока нас не услышат. Русский язык – это не цепи, это крылья, которые помогают нам лететь к общей победе. Мы требуем права говорить на нем, учить на нем, жить на нем. Не ради вражды, а ради мира в нашей общей Украине. И мы имеем на это конституционное право. Право свободного использования русского языка в Украине во всех сферах. Не так, как это установлено в законе про обеспечение функционирования украинского языка, а так, как это установила в 1996 году Конституция, основной закон Украины, имеющий в Украине наивысшую
юридическую силу. Мы, русскоязычные украинцы, и мы имеем право жить в Украине. Мы строим, защищаем и любим эту страну. И не позволим никому отобрать у нас наш голос.